Привет, Валтер. Как дела? Отлично, брат. Все хорошо. Ты уже привез с UFC 2 ноги в Россию. Привезешь третью? Да, конечно. Как я сказал, мой тренер уже много раз говорил в Инстаграм, пожалуйста, Валтер, заберут еще один ног Россия. Я sei, конечно, я иду на это, я иду до конца, брат. Я уже половина русский, я иду на это, я верю, я иду еще, заберут еще раз ноги Россия, 100%. Ты в прошлый раз сказал, что ногу привезешь своей дочери. Да. Ей понравился подарок? Да, конечно, да. Моя дочка уже 4 лет, и она уже хочет начинать тренировку. И когда я сказал, это твой подарок. Она, что это? Это ноги мой соперник. Папа, сломаешь его, да, это твой подарок. И после этого моя дочка уже хочет начинать тренировку ММА. Она уже посмотрит бой, она уже хочет начинать тренировку. То есть она тоже будет? Конечно. Она пока молодая, да, 4 лет. Надо еще чуть-чуть жду. И скоро вы начинаете тренировку, конечно. Смотри, у тебя флаг Бразилии на футболке. А, Россия тоже есть. Я просто Конечно, смотрю, да, у Джонни российский флаг. Джонни тоже А, такая, тоже кидает Бразилия? футболку, да. Брат, от души. Смотри, брат, здесь русский флаг, здесь Бразилия. Половина, брат, половина. По-русски? No English. Мне нужно поехать в Россию, провести там 2 или 3 месяца. Тогда я вспомню, что знаю, и выучу новое. Я знаю буквально пару слов. Но когда ты на Стардауне с Николаевым, кажется, ты говорил... Я Лев. Да, я знаю несколько слов. In Russian. Говори чичи. Чичи. То есть ты не настолько русский, как твой брат. Да, мой брат знает много русских слов. У него русская жена. Сколько он там живет? 4 или 5 лет? 6. Он сказал 6. 6 лет? Это большой срок. Его русский должен быть лучше, чем английский. Ты видишь своего брата гораздо чаще, чем мы. Он сейчас уже более русский, или в душе он все еще бразилец? 50/50. Да, 50/50. Наполовину русский, наполовину бразилец. Потому что когда ты проводишь много времени в стране, изучаешь культуру, на протяжении большого времени, ты заряжаешься энергией этой страны, и ты становишься русским. Пьешь русскую воду, ешь русскую еду, и становишься русским. Ты в России уже давно. Что для тебя было самым сложным за это время? Брат, я живу в России уже 6 лет, да. Мой русский не очень хорошо, по 6 лет, да, надо лучше. Вот почему кто учит меня русский, это моя дочка, да. Когда она начинает говорить, я тоже начинаю говорить. Русский язык, это очень тяжело. И я думаю, тоже культура. Я думаю, культура там вообще другой. Бразилия культура и русская культура это вообще другой. Когда я приехал в Россию, я было 21 лет, да. Сейчас я уже 27. И я думаю, моя культура сейчас уже другая, уже как русский, да. Почему много другу русский, да, и Раша жена, у меня есть жена, да, и почему уже я поменяю мою культуру, вот это, когда только приехали в Россию, это было тяжело, культура. Ты хотя бы раз пожалел, что переехал в Россию? No, брат, мне нравится, да, я люблю Россию, я там живу, я иду там до конца, да, я не хочу обратно на Бразил, я не хочу жить на другое место, да, я думаю, да, это мое место. Как вчера я написал в Instagram, I'm from Brazil, but I'm made in Russia, да, я думаю, Russia делаешь, кто я сегодня, да, кто я сегодня, это спасибо Мада Россия, да. Есть что-то из Бразилии, чего тебе не хватает в России?
Ничего, только мой бабушка, да, только мой бабушка, брат. Там в России я суешь, когда я хочу кушать другой еда, как Бразилия еда, да, это не проблема, я приготовлю дома, да, это не проблема. Я только мой семья, мой бразильский семья, мой мама, мой папа, мой бабушка. But Россия, у меня есть другой семья, да, у меня есть и жена, дочка, и есть мой семья, мой жена. Эта семья, это мой тоже, да. Эта культура, первый раз я вижу, я поговорю, мой, как мама, мой жена, да, как я сказал, ты мой мама тоже, да, она зовет меня, как и я его сынок. И это мне приятно, она тоже мой семья. Почему это все есть? Там у все есть. Русская борьба или бразильское джиу-джитсу? Это тяжело, брат, это тяжело, да. Вот как это говорить? Я думаю, половина, да. Я думаю, мой борьба не лучше мой джиу-джитсу. Я думаю, мой джиу-джитсу лучше. Вот мой Russian борьба, это тоже хорошо, да? Что лучше, русская водка или бразильская кашаса? Я думаю, Russian водка, брат. Russian водка тяжело, сильно. Я думаю, лучше. Пробовал? Да, конечно. Конечно, да. Ты в свое время рассказывал, что очень любил погулять. Где гулянки, где пати лучше, в Бразилии или в России? Не, 100%, брат, Россия лучше феста. Почему? Я живу в Москве, да, but я уже знаю, Нижний Новгород, я уже знаю Омск, да, другой город, какой Ростов, я знаю тоже. И, брат, Россия лучше. Почему? В России есть очень красивая девочка, да, я думаю, лучше девочка in the world это в России, да, это 100%. Говоря про российских девочек, я слышал, что твой друг Тиаго Кардоса тоже женился в России. Да. Это ты ему подсказал, что надо? Да. О, брат, там есть еще 8 Бразилий, да, 8 Бразилий. Только я и Тиаго есть и русская жена. Да, я сказала, братан, надо Russian жена, брат, надо Russian женщина. Ты надо попробовать, это очень хорошо, ты надо попробовать. Надо жена, брат. Он же живет там 2 года. Я сказала, братан, ты надо жена. Ты что, ты хочешь еще живот 6? Он говорит, да, надо жена. И он есть жена. Есть другой, наверное, 6 в Бразилии. И хочет там живот, but не хочет жена. Я говорю, братан, надо жена. Ты жена нет, ты обратно в Бразилию. Я говорю, я не хочу обратно в Бразилию, but надо жена. Ты живешь в Ромашково? Да. Ты знаешь, чем Ромашково знаменита? Но, нет. Есть очень популярный мультик «Паровозик из Ромашкова». Реально, я не посмотрел. Не смотрел? Не смотрел. Посмотри с дочкой. Да, Возможно, да. ей понравится. Брат, дочка, смотри, синий трактор, это Настя, да, синий трактор, душка, это я все вижу уже. Маша Медведь. В прошлый раз он был андердогом, но он победил. Сейчас он снова андердог. Так какой твой прогноз на его бой? Я верю, что он победит. Неважно как, с сабмишеном или по очкам, но я думаю, он сможет финишировать этого парня. Я думаю, он до сих пор сам не верит в свой потенциал. Он очень сильный. Он уже долго тренируется. У него огромный потенциал, но пока он его не раскрыл. Я думаю, через пару побед он поймет свою силу. Ему сейчас 27. Он в своем прайме, но он только в начале пути. Я думаю, что на пик он выйдет к 30 годам. Но он уже сейчас очень хорош, очень силен. Я очень горжусь им, он правильно строит свою карьеру. Говоря о тебе, твой бой с Азаматом Мурзакановым был отменен. Я разговаривал с ним, и он сказал, что из всех вариантов он хочет подраться с тобой. Этот бой еще может случиться в ближайшем будущем? Да, если он продолжит выигрывать, если он продолжит подниматься в рейтинге, тогда, может, мы подеремся. У меня же была травма, поэтому я не смог подраться с Богданом, кстати. И это хорошо, потому что Богдан мой друг. Я подрался, но это не очень интересно, потому что мы знаем друг друга. Это был бы странный бой. Потом нам назначили бой с Азаматом.
Но после этого UFC предложила мне бой в Китае. Main event, и это лучший бой для меня. Я сказал, окей, я подерусь с Азаматом потом в Китае. Но UFC не позволила мне драться с Азаматом, потому что если я травмируюсь, в Китае слетит main event. И в итоге я выбрал Китай. Тебе вообще нормально это? Потому что сейчас ты в Нэшвилле, до Китая много часовых поясов. Это далеко отсюда. Я имею в виду, у тебя нет проблем с подготовкой? Нет, я тренируюсь. Сегодня у меня был спарринг с Шоном Стрикландом. Я очень хорошо тренируюсь, у меня замечательные тренировки. Я сейчас живу в Вегасе, я посещаю PI, мне там дают нутрициониста, хорошее восстановление, поэтому я готов, я чувствую себя замечательно. Сейчас у меня гораздо лучшие условия в сравнении с временами, когда я жил в Ирландии, я жил там 4 года. У меня все лучше, поэтому сейчас вы увидите лучшую версию Джонни Уокера. Нет, я имел в виду, очень много американских бойцов не любят драться за границей. Имею в виду бойцов, которые живут в США. Китай, он далековато. Это даже не Европа. Много часовых поясов. Перелет туда довольно долгий. Да, но я полечу за 2 недели. Я завершу свой лагерь уже там, у меня будет несколько спаррингов. Я постараюсь адаптироваться к погоде, к местному времени. Я полечу за 15 дней до боя. У моего организма будет время, чтобы адаптироваться к погоде, к воде, к еде, к жаре, ко всему. Все-таки погода отличается. В Вегасе более сухо. Но, кстати, я готовлюсь к этому в PI. У нас есть машина, которая называется Стратосфера, и она готовит мое тело к разным условиям. Так что я точно буду готов к этому бою. Часовые пояса, расстояние, поверь, все это мне никак не помешает. И не скажется на моем кардио. Я готовлюсь к определенным условиям. Поверь, я буду готов на все 100%. Сергей Павлович будет в этом карде. Будут ли у вас совместные тренировки друг с другом? Не, я ведь в Вегасе живу. И я там тренируюсь. Не, в Китае. Я думаю, он прилетит плюс-минус в те же даты. А, да? Если он будет там, то можно сделать пару спаррингов, если он хочет этого. Ты тренируешься в зале, где довольно много топовых российских бойцов. Да. Давай, я сейчас тебе буду называть фамилии, а ты скажешь что-нибудь интересное про них, что никто не знает. Возможно, какую-нибудь интересную историю. Да. Шара Буллет. Шара Буллет, он можешь сказал немного тренировка, но Шара Буллет, я знаю, что он хорошо. Да, я знаю, что он хорошо. И мы познакомимся Таиланд, уже, да, Таиланд. И мы тренировка немного раз, почему это другой вес. Да, я тяжелый вес, он маленький вес, почему это мы немного тренировка, немного говорим. Так, вот хороший человек. Пират, the пират. Настоящий? Да, настоящий, конечно, настоящий пират. Богдан Гуськов. Это он как мой брат, да, Богдан Гуськов. Он как мой тренер, как мой старый брат, он как мой старый брат, он как мой тренер. Он мой первый друг в России, это Богдан Гуськов. Когда я только приехал, он кто мне много помоги, так учиться мне, да, это очень хороший друг, как настоящий брат. Когда ты его в первый раз увидел, не подумал, что это Энтони Смит? Да, я смотрел, он не нравится, это шучу, он не нравится это. Это не Энтони Смит, это Богдан Гуськов. Сергей Павлович. О, это сильно, это трактор, мой брат. Это Трактор? хороший трактор. Он, бро, what the fuck. Он, мне много раз тренировка. Он очень сильно. Он мне тоже учится. Он топ файтер России. Он очень сильно боится и хороший человек. Джонни Уокер. Он не русский, мой брат. Он не русский, он приехал в Россию, но он не русский. Он не русский, он не половина русский. Вот это мой настоящий брат, да. И он скоро, я думаю, он скоро придет в Россию, тренировка месяца. Я это верю. И Гора Зизян. Вот это как мой папа, да, брат. Он первый человек, кто верил мне. И
помоги мне, как и ни другой человек мне помочь, да. Это можно говорить, что сегодня я, что это делаешь, это Гор Азизян, Богдан Гушков и моя жена Валерия, да. But 100% коуч Гор, я не живу с тобой, да, like, я живу в России, мы много говорим, but Гор, мне все, что сегодня, я знаю, like, как и мужик, да, like, моя культура сейчас у меня есть, это учиться Гор Азизян, да, он как мой папа, да, почему он меня учится много раз, не только ММА, он учится мне жизни, да, like, как и настоящий мужик, русский мужик, да, как и настоящий, like, правильно. И надо большое спасибо, коуч Го. Мы в Нэшвилле. Штат Теннесси известен своим виски Джек Дэниелс, а ты Джонни Уокер. Не чувствуешь здесь никакой опасности? Конечно нет. Джонни Уокер может тебя вырубить в любой точке мира. Даже Джек Дэниелса? Никакого Джек Дэниелса. Джонни Уокер лучше. A dusci, brother, a dusci passando. E aí, Duda cansar, enxuras lá, massa, enxuras, a Ginagar, возьми, заберут Россия, my brother. E aí, Duda cansar. Ты под русскую песню когда выходить будешь? Pô, this time, no, this time I don't go for Russia song, but I promise, Jedu Shirazi, я иди Russian song, хорошо? But, когда я выиграю и заберут микрофон, я на по-русски говорю, хорошо? Хорошо, 100%. договорились. Когда я выиграю, я заберут микрофон и на по-русски, хорошо? Договорились. Договорились, давай. Привет, my friend. Как дела? Let's go.